Привет всем! Сегодня я хочу поделиться небольшими своими наблюдениями и соображениями по поводу ручного тюна пидов для самолетов и летающих крыльев на примере своего летающего крыла Dart 250G. Итак, в выходные я провел несколько вылетов, в ходе которых немножко потюнил пиды. Итак, сначала я предположил, что слишком высокая P. Я настроил крутилку, чтобы тюнить P по роллу, и принялся ее настраивать. Диапазон регулировки был от 0,1 до 0,4. И, как видно, при понижении P до 0,15 самолет стал очень неотзывчив в управлении по роллу. То есть видно, как самолет долго занимает требуемое положение в пространстве, да еще и с такими перелетами. Несмотря на вот такое вот низкое P. 0,2. Когда же я P поднял до 0,4, потом маленько убавилось до 0,37. В принципе, самолет стал более уверенно себя вести по роллу, именно более быстро занимать нужный угол. Но вот эти вот волны никуда не делись. Окей, в конце я ставил P, по-моему, 0.35. Да, я маленько убавил 0.4, мне показалось многовато все-таки. И я его ставил 0.35. И попытался потюнить I составляющую. I это, по сути, скорость реакции на внешнее возмущение. То есть на потоки ветра, дисбаланс рамы и прочее. У меня было предположение все-таки, что может быть I слишком высокая, и он вот пытается быстро перекачиваться туда-сюда. Так, нашел лог с тюнингом I составляющей пид-регулятора по роллу. Итак, диапазон от 0,35 до 0,11. Условия были небольшой ветер, временами порывистый, но небольшой, там в пределах 15-20 км в час, дующий с моря. На видео я еще это покажу. Вот. То есть начал я с 0,35. Как бы можно оценить, что в принципе самолет не занимает вот в этот промежуток времени необходимый угол в пространстве. С другой стороны, когда я опустил I практически до нуля, 0,11 или 0,1, в принципе он держал нужный угол и занимал его достаточно быстро, но была вот эта колбасня. Вот, таким образом, просмотрев этот лог, я решил, что все-таки I у меня не завышено, и I, в принципе, не влияет вот на эти волны. Но, возможно, I стоит повысить еще больше. Для дальнейшего эксперимента я I оставил не сильно большую, чтобы исключить ее влияние вот на эти волны. Я ее оставил там, по-моему, 0,12, но по-хорошему, конечно, ее нужно будет накрутить, потому что маловато, мне кажется. А, собственно, что вызывало вот эти колебания? То есть ни P, ни I. Что остается? Остается D. И вот я начал тюнить D составляющую по роллу. Почему я начал тюнить в самый последний момент? Мне один коллега подсказывал в самом начале, что у тебя низкое D. Я ему не верил. Я сомневался в этом, потому что находил информацию в интернете, что ArduPilot при автотюне для летающих крыльев завышает D составляющую по питчу и, возможно, по роллу. И поэтому я никак не мог поверить, что D слишком низкое. Мне казалось, оно высокое, и его нужно занижать. Но смотрим лог. Вот он, этот график. Можно увидеть, как при D равном 0,6 количество вот этих зубцов, вот этих вот осцилляций было намного меньше. Амплитуда их меньше. Потом, когда я уменьшил D до 0,15, количество осцилляций, количество вот этих колебаний паразитных, их амплитуда, она снова возросла. И вот я снова поднял D до 0,6, и видно, как сразу упала амплитуда вот этих колебаний паразитных. И в принципе стабильность самолета возросла. Ну а сейчас я предлагаю посмотреть, как разное значение D по роллу влияет на полетные характеристики самолета.
Начал я с величины d равной 0,3, и в процессе полета либо увеличивал ее значение, либо уменьшал. Поднял значение d по роллу до 0,6. Самолет стал более заметно стабильный по роллу. Сейчас дует попутный ветер. Это видно по уровню газа и по скорости. А вот сейчас уже встречный ветер. Видно, что уровень газа практически не изменился, а вот скорость изменилась километров на 20 в час, стало меньше. Не исключено, что я все делаю неправильно и нужно настраивать пиды на более высокой высоте, где атмосфера более спокойная. Чтобы понять, насколько сильно D влияет на полетные характеристики, скидываю ее до 15 тысячных, и даже при попутном ветре раскачка стала более сильной. Такие получились промежуточные итоги. Я понял, что можно и нужно D поднимать до более высоких значений, чем это предлагает автотюн. Дело в том, что на стоковых сервах автотюн выдавал более-менее приемлемое качество стабилизации. Те же самые графики были более плавными, да и видео было более плавное. Но после замены серв на Emax ES951 появилась такая дерготня, и графики стали более дерганые. В следующий раз я еще попробую выше поднять величину D по роллу и оценить ее влияние на качество стабилизации. Но на текущий момент я понял, что самолет автотюном настроить не всегда возможно. Все-таки необходимо покрутить что-то ручками. На сегодня я с вами прощаюсь. Если у вас есть какие-то советы, пожелания, комментарии, возражения и прочее, пишите это в комментариях к этому видео. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. До новых встреч. Пока-пока.